Международное сообщество все больше волнует происходящее в Беларуси. Пытки, смерти и нечеловеческие условия в тюрьмах уже не один месяц ужасают иностранных политиков. 4 неправительственные организации подали заявление на Лукашенко в Международный уголовный суд в Гааге. Немецкие юристы подали заявление о признании его режима террористическим для того, чтобы впоследствии всех причастных к геноциде народа привлечь к уголовной ответственности. В конце марта 2021 года Совет по правам человека ООН принял специальную резолюцию по Беларуси, которая запускает механизм ООН по документированию преступлений против человечности в РБ. ООН будет рассматривать расследование нарушений прав человека в поствыборный период, а также собирать доказательства с целью привлечения к ответственности виновных. Я хочу обратиться ко всем белорусам, которые пострадали и смогли выехать из Беларуси, либо собираются. Расскажу, какие шаги необходимо предпринять для того, чтобы подать заявление в правоохранительные органы иностранных государств в условиях универсальной юрисдикции. Итак, вам необходимы медицинские документы из любого медицинского учреждения. Лучше, конечно, чтобы это были судебные экспертизы, но не обязательно. Так как в условиях репрессий довольно сложно было получить направление на экспертизу, то достаточно освидетельствования в травмопункте в любой районной или частной поликлинике. Просьба к врачам: оставайтесь врачами, перестаньте бояться и описывайте по максимуму причиненные травмы. Также необходимо собрать все документы, которые относятся к задержанию, аресту или штрафу. Это могут быть протоколы, справки об отбытии административного ареста, решение суда, ваше обжалование, жалобы в прокуратуру или Следственный комитет и полученные ответы из этих органов. Оригиналы документов не нужны, достаточно залить их в облако, а потом на территории страны, в которой вы будете подавать заявление, распечатать. Также, если вы подвергались пыткам, а именно к вам применяли слезоточивый газ, хлор, вы спали без матраса, вас раздевали или на ночь не выключали свет, вы также можете написать заявление. Точнее, это сделать необходимо, ведь чем больше обращений, тем сильнее реакция. Для подачи заявления вам необходимо записаться в правоохранительные органы на подачу заявления. Запись необходима для того, чтобы вам смогли выделить следователя и переводчика. Опрос будет длиться около 6 часов. За вами записывают все, что вы говорите, а затем уточняют детали. Помимо того, что вы опишете все, что с вами происходило, сформулируйте причину, почему в тюрьмах подвергаются пыткам и такой высокий уровень репрессий в Беларуси, и связано ли это с правлением Лукашенко. Когда документов достаточно и с вашего рассказа все понятно, то вам присвоят статус потерпевшего и будут рассматривать заявление. Если же вы находитесь в Беларуси, пострадали от рук милиции, но пока не выезжаете за пределы Республики Беларусь, опишите вашу историю на сайте avgust2020info.ru. Если вы находитесь за границей и вам нужна помощь в подаче документов, вы можете заполнить заявку на сайте «Страна для жизни» ru.stranafan.org. В той стране, где не до законов и пока нет возможности обращаться в правоохранительные органы за защитой своих прав, делайте это там, где это возможно. Вместе мы сможем восстановить справедливость и посадить на скамью подсудимых виновных в избиении мирных граждан, причастных к пыткам и убийствам в Беларуси. Живе наша вольная Беларусь!